Дорогие стрельцы, февраль 2026 года станет для вас периодом скоростного информационного потока. Главный вызов месяца – не утонуть в океане возможностей и научиться отделять драгоценность истинных озарений от информационного шума. Уже с первых дней месяца вы почувствуете, как активизируется ваше поле общения. Вас будут окружать новые люди, идеи и предложения, но не спешите открывать двери каждому. Ваша задача – стать жестким цензором своего окружения. Энергия Водолея может приносить идеи через случайных знакомых, однако помните, далеко не каждая яркая идея заслуживает реализации. Секрет успеха в этом месяце – это пауза перед действием. Позвольте себе замедлиться, и вы обнаружите, что не теряете темп, а наоборот, выбираете кратчайший и самый безопасный путь к вершинам этого года. А сейчас давайте начнем подробный разбор этого месяца. Первое важное событие – полнолуние во Льве 2 февраля. Будучи вашим собратом по огненной стихии, Лев пробуждает в вас желание не просто действовать, а доминировать в своем информационном и профессиональном поле. Это время, когда внутренняя харизма Стрельца требует выхода на авансцену. Используйте это полнолуние для презентации своих идей. Лев обожает масштаб, поэтому любые публичные выступления, публикации или переговоры пройдут максимально успешно. Однако будьте осторожны. Грань между здоровой уверенностью и гордыней сейчас очень тонка. Ваша задача – показать экспертность, но при этом не пускать пыль в глаза. Влияние полнолуния неизбежно затронет ваше окружение. Коллеги и партнеры могут повести себя неожиданно, обнажив скрытые мотивы. Вы ясно увидите, кто в вашей команде действительно является соратником. Не бойтесь проявлять лидерские качества и задавать неудобные вопросы. Полнолуние во Льве дает вам право устанавливать свои правила игры. Если старые договоренности ограничивают ваш рост, пришло время их пересмотреть. Ваша щедрость должна быть избирательной. Вкладывайте энергию только в тех, кто способен на ответную отдачу. В финансовых делах следует проявить внимательность. Энергия Льва часто провоцирует на широкие жесты и неоправданный риск. Могут появиться заманчивые предложения о быстром заработке или уникальные инвестиционные шансы. Важно помнить, Лев любит блеск, но не всегда гарантирует золото. Любые внезапные финансовые возможности требуют строгого анализа. Полнолуние 2 февраля – это ваш личный день триумфа. Оно дает возможность увидеть всю панораму своей жизни и понять, куда направить ваш следующий выстрел. Будьте смелыми в мечтах, но холодными в расчетах. Ваша главная цель – превратить эмоциональный подъем в устойчивый авторитет и прочный фундамент для будущих достижений. 14 февраля Сатурн переходит в Овен и запускает новый двухлетний цикл. Идеи больше не могут оставаться на уровне вдохновения, теперь они требуют действий, сроков и ответственности. Если у вас есть проект, который вы давно откладывали, приходит время личного лидерства. Сатурн жестко отсекает хаос и иллюзии, но тем, кто готов к дисциплине и системной работе, дает шанс закрепиться и получить признание. В финансовом плане февраль – идеальное время, чтобы провести анализ своих обязательств. Кредиты, инвестиционные портфели и долгосрочные траты должны быть приведены в идеальный порядок. Сатурн в Овне не прощает финансовой беспечности, однако он дает невероятную устойчивость тем, кто готов вкладывать в долгосрочные проекты. Ваша задача не сорвать куш, а выстроить систему, которая будет кормить вас годами. Что касается отношений, символично, что данный транзит начинается 14 февраля. Для Стрельца День влюбленных – это не столько про романтику и цветы, сколько про честный выбор. Если отношения строились на легкомыслии или неопределенности, этот период заставит поставить точку, либо перейти на новый уровень, например, к браку или совместным обязательствам.
Для вас Сатурн в Овне – это возможность взять управление жизнью в свои руки. Февраль помогает собрать разрозненные идеи в понятную и рабочую систему. Ваша главная сила в этом периоде – последовательные действия и умение доводить начатое до конца. 17 февраля солнечное затмение и новолуние Водолея ставит перед Стрельцом амбициозную задачу – полностью обновить свои взгляды. Водолей – знак будущего технологий и коллективного разума, и для вас это событие активирует сектор связей, идей и коммуникаций. Это не просто рядовое новолуние, это мощный импульс, который может в одночасье изменить то, как вы мыслите, с кем общаетесь и какие пути выбираете. Ближе к 17 февраля вас накроет поток новостей, предложений и внезапных озарений. Возникает ощущение, что мышление работает на предельной скорости. В этом информационном шуме важно сохранить фокус, потому что может прийти идея, способная изменить карьеру или образ жизни. Но следует помнить, что энергия затмения бывает обманчива. То, что сегодня может казаться прорывом, через неделю потеряет ценность. Фиксируйте все, что приходит в голову, но не спешите с договорами. Дайте этим мыслям время на проверку. Затмение всегда запускает процесс кармического отбора. И в вашем социальном круге начинают происходить важные перемены. Вы можете неожиданно понять, что люди, с которыми вы были на связи годами, больше не совпадают с вашими ценностями и направлением движения. Не стоит держаться за тех, кто излучает пессимизм или забирает ваше время пустыми разговорами. Затмение Водолея освобождает пространство для новых, более прогрессивных знакомств. Именно через свежие контакты к вам приходят возможности и ресурсы для реализации смелых идей. Будьте открыты к необычному и не цепляйтесь за связи, которые себя изжили. С 26 февраля Меркурий разворачивается в ретроградное движение в Рыбах, совпадая с зеркальной датой. Это период не столько замедления, сколько внимательного пересмотра прошлого и возвращения к незавершенным вопросам. Особенно актуальными становятся темы дома и личного пространства. Могут напомнить о себе отложенные решения, старые договоренности или бытовые дела, которые долго откладывались. Это хорошее время, чтобы завершить начатое, навести порядок и пересмотреть условия, которые вас больше не устраивают. Сейчас не время начинать что-то с нуля. Любые серьезные покупки и обязательства могут оказаться сложнее, чем выглядят на первый взгляд. Зато этот период идеально подходит для завершения старых дел, освобождения пространства и спокойной подготовки к следующему шагу. В отношениях ретроградный Меркурий поднимает старые семейные темы и незакрытые разговоры, возможны неожиданные звонки от родственников и возврат к прошлым конфликтам. Эти диалоги лучше не откладывать. Сейчас есть шанс завершить напряженные истории. Важно при этом сохранять ясность. В Рыбах Меркурий часто путает факты и усиливает домыслы. Проверяйте информацию и фиксируйте договоренности. Это поможет избежать проблем в будущем. На эмоциональном уровне сейчас ваша интуиция особенно сильна. Сны, случайные фразы или внезапные дежавю в зеркальную дату могут подсказать важное. Но не пытайтесь действовать силой. Если что-то не идет, Меркурий предлагает подождать или найти другой путь. Записывайте свои наблюдения. Даже необычные идеи в этот период могут оказаться ключевыми для успеха в ближайшие месяцы. Дорогие стрельцы, февраль принесет много новостей и амбициозных идей. Не бойтесь масштабных задач. Сатурн поможет реализовать планы, а затмение подскажет верное направление. И помните, пределы успеха определяете вы сами. Этот месяц откроет новые возможности и горизонты. Друзья, если прогноз вам понравился и принес пользу, поставьте лайк и подпишитесь на Астроквазар.
Также не пропустите гороскоп для Стрельца на 2026 год. Спасибо, что следите за знаками судьбы вместе со мной. С вами был Игорь. До скорого!